Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наталья. И сегодня я хочу сделать обзор на такой вот продукт от Brow Henna. Это краситель для бровей и ресниц, он называется Oxygen O2. У меня также есть обзор на хну от Brow Henna, вы можете найти ссылку вверху. Но сегодня мы подробно поговорим об Oxygen O2. Это достаточно новый продукт на рынке, производитель называет его системой умного окрашивания. Он идет вот в таких вот наборах, куда входит 8 продуктов. Из них 4 основных цвета, 1 депигментированный крем де лютер и крем оксид 2,7%. Также в набор входит фикстон для стабилизации цвета после окрашивания и тоник для снятия краски с кожи. Конечно же, все эти продукты продаются отдельно, но набор обходится дешевле. Советую обратить внимание на этот набор начинающим мастерам-бровистам. Несмотря на то, что Brow Henna это российский бренд, этот краситель разработан и произведен в Италии. Он идет на основе этаноламина, он имеет гелевую консистенцию, удобный в работе, оставляет яркий след на коже. В линейке оттенков имеется специальный депигментированный крем де лютер, он предназначен для разбавления пигмента основного оттенка, за счет чего вы можете получить разные эффекты интенсивности цвета на коже и более светлый оттенок на волосках. Подробнее о де лютере мы поговорим позже. В состав красителя входят ухаживающие компоненты, такие как протеины овса, шелка, пантенол, бетаин, кератин и карбамид. Краситель создан на основе Nano Pigment Technology, как утверждает производитель, что это такая уникальная разработка, которая позволяет окрашивать волоски с минимальным раскрытием кутикулярного слоя, тем самым делая его бережным, безупречным и стойким. Забегая немного вперед, хочу рассказать, что меня удивило в этом красителе. Так это то, что пигмент, входящий в состав красителя, действительно оказался стойким. Это не рекламный слоган, но если вы окрашиваете брови, вы можете не заметить разницы от других популярных красителей, так как все-таки под воздействием уходовых средств и воды пигмент постепенно вымывается. Но если вы делаете выкрасы на тест-прядях, то разница становится очевидна. Я заметила, что пигмент оказался стойким к воздействию прямых солнечных лучей и теплового воздействия. Пигмент не меняет свой цвет спустя несколько дней после окрашивания. Холодные оттенки не становятся теплыми, не приобретают желтоватый или красноватый подтон. Темные оттенки не становятся светлее. Для меня это было открытием, так как у других красителей, таких как Elan, Levisim, Tuya, такая проблема существует. Еще хотела бы сказать немного об особенностях работы с Oxygen O2. Так как краситель дает яркий след на коже, необходима тщательная подготовка, очищение и пилинг кожи. Также советую делать эскиз бровей перед окрашиванием. Время выдержки красителя составляет от 5 до 10 минут. Временем экспозиции можно регулировать глубину тона и интенсивность оттенка и отпечатка на коже. Что еще удобно, на упаковке каждого оттенка цифрами указана глубина тона и цветовой нюанс оттенка, и цвет упаковки в точности передает оттенок, который дает краситель, что очень удобно для профессионалов. После долговременной укладки либо осветления волосков советую использовать краситель в миксе с де лютером для получения легкого эффекта окрашивания, дабы не перетемнить волос. pH краситель 9, pH оксида 1, pH окислительной реакции протекает на 8-9 уровне. Для кого эта информация важна? Итак, давайте уже рассмотрим линейку оттенков Oxygen O2 подробнее. Первый оттенок это так называемый нулевой оттенок или депигментированный крем де лютер. Возможно, вы видели подобные оттенки в линейках для окрашивания волос. Его используют для разбавления насыщенности пигмента основного оттенка, либо микса оттенков. Его можно добавлять к основному цвету в пропорции от 1 до 4 частей к 1 части оттенка.
за счет чего мы уменьшаем глубину тона, насыщенности оттенка как на волосках, так и на коже. Делютер не изменяет температуру и цветовой нюанс оттенка, он лишь выбеливает его. На фото можно увидеть, как изменяется палитра оттенков при добавлении делютера от 1 до 4 частей и в сравнении с оттенком без делютера, и как это выглядит на коже. Еще важный нюанс при применении делютера: сначала мы его смешиваем с основным оттенком, а затем уже добавляем к этой смеси оксид в соотношении 1 к 1. В чистом виде делютер можно использовать для легкого осветления волосков, если окрашивание сильно ушло в затемнение. Следующий оттенок — это оттенок Black 207, это черный оттенок на фиолетовой базе. Предназначен он в основном для окрашивания ресниц. Им можно также окрашивать брови жгучим брюнетком. Дает чистый интенсивный цвет на волосках. Для получения более светлого тона можно смешивать с делютером. Для окрашивания бровей все-таки рекомендую использовать в миксе с другими оттенками, корректирующими явный фиолетовый подтон на коже. Следующий оттенок — это графит номер 311. Это насыщенный темный серый оттенок без примесей желтого либо коричневого оттенков. Оттенок графит идет на пепельно-фиолетовой холодной базе. Этот оттенок можно использовать для тонирования ресниц блондинкам, либо для окрашивания ресниц мужчинам. В чистом виде этот оттенок, как утверждает производитель, может использоваться для окрашивания бровей пепельных блондинок и русых. Но будьте аккуратны, оттенок графит может давать фиолетовый подтон на волосках. Для коррекции нежелательного оттенка можно добавить каплю Warm Walnut в эту смесь. Следующий оттенок — это Brown номер 567. Это насыщенный холодный коричневый оттенок на красновато-фиолетовой базе. Темный оттенок в чистом виде подойдет для холодного и темного шатена русого оттенка волос. Последний оттенок — это Warm Walnut номер 6,4. Это теплый коричневый оттенок на желтоватой базе. В чистом виде подойдет для обладателей рыжих волос и темного блондина. Для натуральных и холодных блондинок советую использовать этот оттенок в миксе с каплей графита и в сочетании с делютером. Далее хочу рассказать вам о популярных миксах Oxygen O2. Как вы уже поняли, их может быть с применением делютера бесконечное множество. Также производитель предлагает нам свою колористику цветов и миксов. Вы можете ее найти на официальном сайте Bro Henna, а я расскажу вам всего лишь о нескольких. Первый микс — это микс оттенка Warm Walnut и оттенка Brown в соотношении 70-30%. Здесь мы добавляем красноватый подтон к оттенку Warm Walnut. Этот микс хорош для теплого шатена. Второй микс — это микс оттенка Brown и графит в соотношении 80-20%. Здесь мы дополнительно ухладняем и углубляем оттенок Brown. Получаем графичный серый-коричневый оттенок, который подойдет для темно-русого и холодного шатена. Последний микс — это микс Warm Walnut с графитом и делютером в соотношении 40 к 10 и 50%. В данном миксе мы получаем светло-коричневый холодный оттенок, не графичный. Для большей графики можно использовать без делютера. Этот микс подойдет для натуральных и холодных блондинок. Итак, давайте подытожим, какие все-таки недостатки я вижу в красителе Oxygen O2. Краситель представлен к продаже только через интернет, в рознице его нет. Так как краситель дает яркий след на коже, необходима тщательная подготовка кожи к окрашиванию, пилинг. А в линейке оттенков нет оттенка, который можно было бы утеплить дополнительно теплый оттенок. Иногда это необходимо. Ну и поговорим о плюсах. Их, конечно же, намного больше. Oxygen O2 имеет стойкий пигмент, чистые благородные оттенки, которые хорошо миксуются между собой. Есть делютер, который можно регулировать интенсивность и глубину тона, насыщенность цвета, что делает краситель более универсальным. Кстати, подобное средство появилось недавно у Ник Моли и Шик. Из плюсов я бы еще отметила то, что он продается в наборах, что удобно для новичков, так как это экономит ваши средства и место на полках за счет системы умного окрашивания, так как не нужно покупать несколько видов красителей под разные цели.
удобная консистенция рабочей смеси, хорошо наносится, не течет, удобная упаковка, цвета тюбиков передают конечный цвет продукта. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать об этом красителе. Если видео было интересным и полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А мы с вами уже увидимся в следующих видео. И всем до новых встреч, всем пока-пока!